Ну что ж, друзья, привет вам из местечка Паша. Это деревня, которая находится в Сиане Галанхэ. Приехали сюда к новым знакомым, друзьям нашего товарища манхайского, попробовать местный шен. Сейчас самое время, как раз пошел шен, уже есть и шентай, есть и тяому, и есть гушу. То есть все основные разновидности в плане качества молодого шена. Начали с шентая, сейчас будем дегустировать. Он уже нравится, несмотря на то, что это только был первый пролив. Нежный, мягкий, сладкий, как и должен быть самый хороший молодой шен. Никакой горечи, вот, полнота ощущений. Вот, сейчас будем знакомиться. Приятная такая комнатка для встречи гостей, где живут малые народности. Тоже народность хани, которые также распространены везде из Галанхэ, потому что тоже та же гора Наньно, например, тоже относится к Галанхэ и тоже проживает та же самая народность. Уже наши близкие, можно сказать, родственнички, потому что уже много сотрудничаем именно с чайными людьми этой народности. Продолжаем дегустацию. Уже попили первый сяошу, то есть чай с малых деревьев. Сейчас пьем тяому, чай с прямоствольных деревьев. Даже визуально сильно отличается. Вот у меня сейчас сяошу мы уже выпили, у меня в руках вот здесь в правой руке гушу, а здесь тяому. Гушу, кстати, характерен тем, что у него такие вот очень длинные черные черенки. Это видно, но и вообще сам по себе, когда берешь, вот он просто такой ведь разлапистый, большой. Вот, то есть реально сложно спутать. Но еще сложнее спутать, когда они у тебя рядом находятся. То есть вот если кладет там 3 сорта, почти всегда сразу видно, какой из них какой, потому что ну, вот, гушун какой-то темный, такой более блестящий в чем-то, больше по размеру. И почки, и лист, и черенки, и все больше. Тяому немножко меньше, а сяошу, соответственно, еще меньше. Но даже сяошу мне уже очень понравился. Сейчас вот пробуем тяому. Еще слаще, кстати. Нежнее как-то, да, он так вот? Понежнее. Да. Ну, это первая заварочка. Она самая мягкая. Синвэй. Это вчера сделанный чай, поэтому очень такой имеет свежий вкус. Мастер говорит то, что как раз вот этот тяому, у него свойство, то, что он более мягкий и более нежный. В принципе, то, что сразу было заметно даже с первой пиалы. Если сяошу немножко более терпкий, чуть-чуть горчиночка есть, но тоже, кстати, небольшая. То это совсем прям сладкий, вообще никакой горечи. Но еще есть вот такая вот совсем такой так называемый синвэй, да, то есть аромат свежести, вкус свежести. Если пройдет около 2 недель, то уже сильно довольно изменится вкус. Но, в принципе, даже в ближайшие дни изменится. Но через 2 недели заметно сильнее и потихонечку появится плотность во вкусе. Пока он совсем прям нежный. На самом деле, вот такой чай действительно, если есть у некоторый такой шарм именно как у зеленого чая. То есть самый свежий тоже интересно пить, именно как вот прям вот только что сделанный. Вот, а потом уже начинает приобретать ноты, свойственные уже шен-пуэру, который чем дальше, тем лучше. Еще, кстати, здесь попросил я еще заранее, когда мы общались с нашим другом, что поедем сюда на Паша, я говорю, они там красный чай делают? Он говорит, делают, но он говорит, только на заказ, потому что ну, мало востребовано, больше здесь шен-пуэр все делают, как правило. Вот. Так же, как и шу тоже гораздо меньше, как правило, шу тоже на заказ отдают на ферментацию. Но поэтому нам сделали небольшое количество красного чая, но причем красный чай сделали из сырья тяому, то есть не из сяошу, не из шентая, как на Наньно, а из тяому, то есть более высокогрейдового чая. То есть это деревьям уже около 100 лет таким. И тоже сейчас попробуем, после того, как попробуем гушу. Пахнет интересно, но ближе к Диньхуну по ощущениям. Вот тот, который Наньно, он такой более, из-за того, что это сушен на солнце, он такой более цветочный, такой у него аромат прям яркий, цветочный. А этот ближе уже к классическому красному чаю. Ну, тоже будет интересно попробовать, потому что здесь сырье лучше. Вот, может быть, тоже возьмем немного, надо будет оценить. Под конец, как всегда, выносят всяческие разные эксклюзивы, которые обычно здесь не делают.
рассказывает интересные истории насчет повышенного содержания антиоксидантов в местном чае, но не в каком-нибудь, а в дикорастущем красном. Ешен хунча. Вот. Мы уже, в принципе, такой пили из северной части Юнани. Здесь в Мунхае первый раз еще такой вижу, непосредственно именно такой. Мы все будем пробовать. На самом деле при заваривании местной водой дает вообще зеленый цвет. Мы сейчас посмотрим, какой он будет. У нас был похожий чай, такой даже синеватый цвет давал при заваривании из линсана. И уже подегустировали красный невероятный вообще. Мы его весь забрали. Его всего 20 килограмм, сделанный из тиаму, собственно, по нашей просьбе. Обычно, я как говорил, здесь красный не делают. И вот сейчас еще второй попробуем. В плане супер эксклюзива вот такой вот подносик с местной байчой, то есть белым чаем. Выглядит как типичный шоумэй, фузянский шоумэй. Но посмотрим, какой он здесь. Потому что я еще тоже не видел здесь такого белого. То есть белый, который делают чуть-чуть севернее, там больше в Дингу там и в других районах, он как бы распространен. А здесь, где делают везде Шенпуэр, то есть Высокогорье, Паша, там, да, Буланшань, там все эти места, я здесь такого чая еще не видел. Поэтому тоже будет интересно продегустировать, что получится. Водичка уже у нас 95 градусов. Дождемся кипяточка. Попробуем, что же получилось. Ага. Так. Да, вот это вот какая-то прям общее свойство всех абсолютно китайцев, то, что сначала, значит, тебе дают то, что, ну, для них, для самих понятно, то, что они сами любят, у них это принято здесь заваривать или принято здесь делать. И только потом, когда уже расспрашиваешь, что, ребят, ну, а есть что-нибудь, ну, интересное, редкое, или того, что там мало, или то, что вы там делаете мало, там, и так далее. Вот это интересно, то, что здесь внутри почки типа ебао, похожи на ебао, попадаются. Да, и потом достают, наконец. Ну, заварим душевно, как всегда. Здесь у нас вот сейчас, где мы сейчас сидим, здесь 1400, а вот этот чай, он от 1700 и выше растет, то есть 1800 под 2000 внутри дикорастущего чайного леса. Да, аромат уже знакомый. Уже аромат очень интересный. Чай этот делают в феврале, а почки появляются в январе, и очень малое количество, потому что это дикорастущий чай, то есть как бы, ну, его реально мало. Вот, поэтому это одна из главных причин, почему, собственно, его тут мало можно встретить. Вот. Ну и как бы сложно собирать, но тем не менее вот они делают, говорят, некоторым клиентам нравится, делают понемногу такого чая. Ну что же, ожидания оправдались. Очень интересный красный, абсолютно не похож на тот Ешен хунча, который мы знаем с севера. Ну то есть, конечно, немножечко похож в целом, но отличается и в аромате. Вот, и он какой-то цветочный такой, прям какие-то в нем очень разные ноты сочетаются, и нельзя его обозвать каким-то одним, то есть какой-то самобытный чай, то есть он и не красный, и чуть-чуть что-то есть от белого, даже чуть-чуть от улунов, чуть-чуть может быть от шенов, но очень мало от шенов, скорее ближе. То есть это дикорастущий чай, поэтому его нельзя сравнивать с чаем, который все-таки выращивается специально людьми, вот, с теми сортами, из которого делают пуэр и так далее. Этот продукт у нас обязательно появится, но это будет эксклюзив. Уточнил, он говорит, что всего есть 20 килограмм, но 6 уже, или 8 даже забронировал какой-то его друг. Поэтому у нас будет, наверное, чуть больше 10 килограмм такого продукта. В следующем году, наверное, запросим его сделать нам побольше. Последний, пожалуй, на сейчас чай, потому что мы еще не завтракали, а уже сколько времени-то вообще? Ребят, времени-то много. Времени уже 12:30, да, мы только начинаем завтракать. Дегустируем сейчас байча. Реально похож на белый чай. Это белый чай сделан из сырья гушу, но осеннего. Вот. Интересно, очень интересно, потому что такого я не пробовал еще, по крайней мере здесь. Но пахнет как типичный шоумэй. Прям реально просто белый чай. Вкус. И на вкус тоже как шоумэй. Ну что, попили чая с Паша, а сейчас поедем смотреть местные гушу, то есть местные чайные деревья древние. Может быть, даже немножечко соберем сырье и сегодня тоже чай попробуем пожарить. Это интересный экспириенс.
Поэтому всегда в разных местах всегда получается немножко по-разному. Всегда интересно посмотреть, как это делают в каждом конкретном месте. Погода сегодня замечательная, поэтому и чай тоже должен быть замечательный. Утром было очень много тумана, сейчас уже разошлось. Солнышко, красота. Чем выше в горы, тем больше чая и меньше других сельхозкультур. В самом низу здесь выращивают рис. Мы сейчас только что кушали очень вкусный местный рис. Такой вот он темный. Они называют его хунми, то есть красный рис. Вот. И еще кушали местную такую, как называется, куцай, горькая трава. Интересно, то, что тоже дикорастущий такой похожий росток, похож на бамбук. Эти ростки, они стоят дороже мяса, потому что их как грибы нужно тоже искать в лесу, собирать. Пытались их высаживать, они абсолютно не растут сами. Вот, поэтому очень востребована такая вкусная, горькая штука, вот, которая, в общем-то, чем дальше, тем меньше ее, потому что дикорастущая, поэтому очень дорогая. Тоже такой местный деликатес. Было очень приятно, то, что специально для нас подготовили кучу всякой местной традиционной еды. Сейчас пообедали, заодно это был завтрак, и поехали в горы. Вот, забираем серпантинами, очень красиво здесь. И чем выше, тем, собственно, меньше сельхозкультуры, как я говорил, уже сейчас практически начался один чай. Вот это вот кусты сяошу, такие малые деревья, называют, вот это, может быть, их там меньше 50 лет, как правило, таким деревьям. Вот, то есть это молодые деревья, по сути, кустовое сырье, но так как это изначально дерево, то поэтому называют сяошу, малое дерево. Так что у нас был небольшой инцидент, узкие дороги в горах, и здесь серпантины. Тут хоть и сделана не бетонная хотя бы дорога, не грунтовка, но все равно, в общем, разъехаться довольно тяжело. И сейчас наш друг, он впервые за долгое время сел за механику, вот, и, значит, там на сложном разъезде немножко не справился с управлением, очень чуть-чуть зацепил грузовичок, подбил на фару, грузовичку ничего. Но, пожалуй, это была самая вообще мирная разборка ДТП, которую когда-либо видел. После такие собрались, поржали, такие, ага, ой, отвалилась фигня, пофиг, кинул, короче, в багажник, отломавшийся там эту часть фары, и все. И на этом вся разборка, собственно, закончилась. Вот так вот, и все миролюбиво и без каких-либо вообще переживаний решается. Но за рульщиком посадил своего другого друга, говорит, больше нет, я, говорит, боюсь дальше ехать. Сейчас уже поднимаемся в Паша. Вот здесь, да, красота невероятная просто вообще. А высота, сейчас посмотрим какая. Здесь высота уже 1600 метров, скоро уже будет 1700. Сейчас мы находимся в Паша Лаоджай. Вообще тут несколько джаев, 6 джаев конкретно. Деревня довольно-таки растянута на длинное такое расстояние большое. То есть видно, очень много здесь делают чая. Вот, уже активно сейчас, как всегда, стройка везде и всюду, новые дома. Но, кстати, да, старых домов очень немного. Все-таки быстро растет экономическое благосостояние местных вместе с дорожанием чая. Активно растет. Но, кстати, что интересно, то что вообще гушу именно из Паша считаются более старыми. Сейчас мы это с вами сами увидим, потому что очень много старых, действительно взрослых деревьев. И при этом из-за того, что Паша не такое раскрученное место, как тот же, например, Лаобанджан, да, то есть цена заметно ниже на чай из Паша, но при этом качество оно не ниже, оно может быть другое, отличается. Но я тоже очень высококлассный гушу. Вот, только что мы пили уже такой. Вот, надо будет сейчас оценить сами деревья. Приехали на самую вершину деревни Паша. И здесь, как это и положено на самой вершине, ну почти на самой, чуть выше, только сотовая вышка, пожалуй, растет чашуван, владыка чайных деревьев, древних деревьев. И никто не измерял его возраст, но говорят, что ему больше 1000 лет точно, то есть около 1500. Судя по стволу, может быть, даже и побольше. Действительно очень взрослое дерево. Мы собирали, когда в Фэнцине в прошлом году даньжу, то есть чай с одного дерева, оно было даже поменьше этого, а ему уже было 1500. Так что очень даже может быть. Такое действительно здоровое дерево. Принадлежит это все одной семье. Несколько здесь такой садик из похожего возраста деревьев, но, конечно, не таких взрослых, то есть этим по несколько сот лет. Вот, а это вот такое вот взрослое одно. И, как правило, занимаются тем, что они сами чай не производят, они просто продают свежий лист тем, кто хочет, и те уже дальше вот перерабатывают. Вот, но в этом году
уже собирали, но не с этих деревьев, собирались помоложе. Может быть, нам тоже достанется немного с этого, потому что здесь уже подружились со всеми местными фермерами, которые важны, скажем так, да, которые именно владеют теми или иными наиболее качественными деревьями. Кстати, как ни странно, несмотря на то, что здесь вот прям рядом есть завод тоже, но этот завод, владельцы этой фермы, не они владельцы этих деревьев. Не знаю, почему так, но то есть как бы человек, который владеет деревьями, он живет вообще гораздо ниже, в другом месте. Вот. Потому что, видимо, может быть, продали они ему этих деревьев или еще что-то, я не знаю. Так или иначе, в общем, это не его. Зачем-то врубили какую-то попсу. Только мы приехали, они такие: о, иностранцы, надо включить что-нибудь. И, значит, вот под веселую музыку разглядываем замечательный местный чайный сад. Кстати, интересно то, что здесь везде в районе Манхая, вообще в Шамбане, все древние чайные деревья обязательно огорожены такой вот оградой. Местами довольно липоватый, как здесь, если какая-то бамбуковая, какую-то железную калитку, сейчас чем-то колючки намотали, замок повесили уже для красоты. Ну, понятно, что чтобы точно никто не залез, потому что очень много здесь туристов все-таки приезжает в место, кто там, посмотреть, сфоткаться с деревом, а дерево, конечно, от этого, скажем так, страдает. Но, кстати, интересно то, что вот можете посмотреть наше видео с Фэнсина, в описании, наверное, к этому видео тоже положим его, ссылочку, где тоже древние чайные деревья, но ничего так не огорожено, потому что там гораздо меньше посетителей, все-таки это дальше, удаленней, и поэтому там нет такого наплыва желающих потоптать корни древнего чайного дерева. Здесь же все-таки его нужно как-то обезопасить. Вот, Лаобанджане в прошлом году мы вообще удивились, что там оградили не только дерево, а вообще всю территорию, где вот это чайное дерево, и еще несколько деревьев вместе, все, нельзя входить, вот, куча табличек и так далее. Вот. Все-таки нужно сохранять, но немножко таким, конечно, более красивым бы способом они это делали, пожалуйста. Поднялись еще немножечко выше, по горе Паша, проехали, называется Паша Джунджай, то есть средний Джай горы Паша, деревни Паша. Вот, здесь от населения около 600 человек, то есть такое довольно плотное, и в основном живет малая народность хани-дзу, хани, те же самые, кстати, которые живут и на горе Наньно. Чайный сад принадлежит нашим друзьям, они здесь собирают, сейчас их сборщицы собирают сырье, они сами тоже решили немножко пособирать. Потому что сегодня будем делать данджучха, то есть чай с одного дерева, конкретно вот с этого. Оно внешне такое не очень большое, но на самом деле достаточно много дало оно побегов. Вот, поэтому будем собирать из него и еще с других тоже чайных деревьев. Пособираем чай и сегодня вечером его приготовим. Так что такой у нас будет уже традиционный для местных мест опыт производства такого хорошего гушу, прям самого что ни на есть. Для того, чтобы забираться по этим деревьям, притащили специально с собой такую вот лесенку, хотя местные сборщицы, женщины, они обычно просто палку прикладывают и по ней забираются, либо прям так, без лесенок. Но наши ребята решили, как говорится, основательно подготовиться и взяли лесенку. Я не пытался залезть, но я понял, что она сейчас загнется и не буду пробовать лучше. Как многие знают, в 90-е годы правительство распорядилось срубать чайные деревья, потому что да, сырье стоило очень дешево, никто не ценил никакие вот эти древние чайные деревья и так далее. И срубали с целью то, что с дерева собирать очень сложно, сырья дает мало, а когда он окустится, то, собственно, больше сырья, больше, значит, соответственно, денег для бедных фермеров, для бедных жителей деревни. Таким образом, как бы очень многие деревни повырубали свои чайные сады. Мы это уже видели и на Иу, и в других местах. Вот, то, что действительно чайные сады подрезались, и только сейчас, уже спустя многие годы, стали наконец ценить гушу, древние чайные деревья, о них заботиться. Наоборот, показывать, что сохранившиеся с тех лет деревья. И интересный такой момент, то, что самые законопослушные из местных малых народностей, одновременно самые многочисленные, это народность дайдзу. Большинство их деревень, древние чайные деревья повырубали. Ну, государство сказало, значит, надо вырубить, что же делать. Вот, и они законопослушны, значит, все их повырубали. А самые, скажем так, непослушные и
ленивые, как говорят сами про себя Ханизу, суть шутит по себя. Ну, мы все очень ленивые, поэтому мы ничего не срубили. А сейчас у нас много древних чайных деревьев, и мы себя прекрасно чувствуем. Ну, то есть народности Булан, народности Хани, у них в их деревнях очень много древних чайных деревьев сохранилось. Именно по этой причине, что, в общем-то, этот указ никто слушать не стал. Вот, по разным причинам. Скажем так, у Буланов это исторически такая любовь к независимости. Когда я был на горе Бада, может, кто-то смотрел фильм оттуда, там, значит, есть храм, в котором фреска, как народность Булан, вполне себе с оружием в руках борется с хунвейбинами. Ну, как сейчас говорят с хунвейбинами, на самом деле, в общем-то, с войсками современного Китая. Вот, то есть с коммунистической партией. И, то есть, у них такая любовь к независимости в крови. В том числе благодаря этой любви к независимости, отчасти благодаря лени, отчасти благодаря тому, что просто, ну и что нам сказали, мы тут сами как-нибудь разберемся. Древние чайные деревья в этих местах довольно в большом количестве распространены. Вот. Кстати, вот интересно, сейчас по дереву лазию. Такая забавная вещь, то что очень удобно по нему лазить, потому что по нему много лет лазили, и поэтому ветки у него прям как ступеньки, они немного загибаются, и получается так, что ты стоишь вот абсолютно уверенно, двумя ногами, еще с двух сторон тебя немного поддерживают боковые ветви, очень удобно собирать. Кстати, специально спросил, какие сейчас собираем флеши. Он говорит, в принципе, можно любые собирать, ну то есть собираем единственное, что раскрытые, большие, потому что потом все равно будет отбирать хлампьен. Поэтому, в общем-то, тут собирают так 2 листа одна почка, 3 листа одна почка. Ну, так или иначе, вот такой длинный, полностью навершившийся побег. Ну, то есть, вот такой вот. Вот, и получается отличнейший шен. Вот. Хотели сначала собирать только с одного дерева, но потом это дерево пока оставили в сторонке, пособирали с соседних. Они тоже, в общем-то, не такие маленькие даже, сказал бы, тоже по несколько сот лет, но просто их больше. Вот. И так как хочется сделать побольше чая, с того данжу мы сделаем максимум 1 килограмм. Мы решили пособирать с нескольких соседних. Вот. И, знаете, у нас получится все-таки сырья побольше. Чуть больше часа работы, где-то так вот, чуть больше трети мешочка вот такого получилось. Тут не только я собирал, я где-то треть из этого собирал, может половину. Вот. Надо сказать, что несмотря на то, что сырье очень дорогое, его условно немного, на самом деле довольно-таки много, потому что вот это все собрано на 3 деревьях. Вот на этом сырье небольшом, на том большом, на который я залезал, и на еще одном. То есть вот сырье с 3 деревьев, причем что с этого еще не все далеко собрано. Вот, сырья так достаточно много. Но учитывая, что несмотря на высокую цену, фермеры, местные жители могут зарабатывать на этом не круглый год далеко. Как правило, собирается весеннее сырье, бывает еще летнее, и бывает осеннее. То есть 3 раза это в некоторых случаях. А чаще всего именно качественное, хорошее сырье, как правило, это весна. Осеннее сырье часто идет на просто красного чая, бывает дают ферментацию, делают шупер, вот, бывает тоже делают шен, но это всегда шен, который ценится достаточно ниже, чем весеннего сбора. Вот, к тому же некоторые принципиально не собирают вообще осенний чай тоже, то есть это очень сильно разнится даже не только от места к месту, но и еще вот вообще там ну, региона к региону, то есть и от семьи к семье, то есть просто кто-то собирает, кто-то нет. Это тоже по-разному. Очень, если есть там какой-то другой источник дохода и нет необходимости прям обдирать деревья круглый год, то, в общем-то, собирают только весной. Поэтому есть такие вот небольшие нюансы сбора. Сейчас вообще очень нам повезло, потому что погода еще улучшилась. Утром был сильный довольно туман. Я думаю, ну так, сегодня погода средняя, по крайней мере не дождь. А тут после где-то 2 часов вышло солнце. Срочно все горы заполнились сборщицами и сборщиками. И мы как раз тоже в этот момент приехали собирать сырье для нашей небольшой партии. Ну, классическая история. Обязательно надо сфоткаться у дерева вместе с нашими друзьями, чтобы все местные соцсети были заполнены нашей фоткой. Один из очень приятных экспириенсов — это проехаться в кузове пикапа по горам, потому что, во-первых, открывается вид на все окрестности, во-вторых, открывается вид на все окрестности, а в-третьих, это просто красиво. Вот, буквально только что, вернувшись из Аргентины, где все так ездят, вспомнили, что есть такой замечательный метод путешествий
решили так прокатиться. Красота и лепота. Едешь, и тебя обдает аромат от свежесобранного листа. Вот такая вот корзинка у нас получилась на всех. Вот. И сейчас едем на фабричку его обжаривать. Вот. Будет, наверное, не так много чая, как нам хотелось собрать, но сколько-то будет. Понятно, что это в любом случае такой будет своего рода эксклюзив. Во-первых, сами собрали, во-вторых, собрали с трех, то есть где-то с 3-4 деревьев, наверное, собрано. Получилось такое количество сырья. Понаблюдаем. На самом деле у паша еще есть одна приятная особенность. У нее, как у каждой горы, которая имеет некое имя, и которая имеет некую силу, скажем так, она имеет свой вкус. Вот, то есть у нее отличается чай, он, по крайней мере, мне показалось, что он достаточно такой нежный, сладкий. Вот, в отличие от того же банджана и вообще буланжань, где такой более плотный, мощный, и даже местами с горчинкой вкус. Здесь, мне кажется, он как-то более деликатный. Ну, по крайней мере, сейчас. Вот, то есть именно когда самые первые сборы, сейчас конец марта, конечно же, чай вот прям вот самый-самый-самый нежный, мягкий, тонкий, какой только может быть. Поэтому особо приятно именно на такие сборы попадать. Вот. Как-то уже завели такую традицию, обязательно, когда едем, независимо от того, там, на большую закупку, на малую закупку, всегда стараемся все равно еще съездить и собрать какого-нибудь эксклюзива для души, как говорится. Что, добрались до места, до заводика. Поехали жарить чаек. Сколько лет уже езжу в Юннань, наконец мне подарили сумочку, которую сделала мама нашего сегодняшнего мастера. Вот. И, собственно, мы сейчас обжариваем чай. Стандартная технология. 5 килограмм свежего листа взвешивается вот в такой вот корзинке. Высыпается заранее прогретый котел, что важно, то сначала нужно прогреть, а потом уже лист высыпать. Вот. И примерно 20-25 минут, в зависимости от того, какое состояние листа, то есть мастер уже тут руководствуется своим гуни, своим, скажем так, опытом, пониманием, и производится обжарка. После этого сушка, значит, сминание, сушка, и чай готов. Ну, то есть обычная технология. Собрали лист, пожарили, вот, смяли, посушили. Все. Ну что, по нашей замечательной традиции мы обязательно попьем свежепромятого нажауняниного, короче, шенпуэра. Вот, то есть он был пожарен, был смят, скручен, вот, и сейчас лежит, отдыхает перед сушкой. Вот, ну а мы его, собственно, попьем. Ну, я думаю, это замечательное завершение сегодняшнего нашего дня. Хотя он еще не завершился, нам еще предстоит вернуться в Манхай. Мы заказали чаек, получили то, что нам нужно было, упаковали наши коробочки, подписали наши коробочки. Вот, и сейчас дегустируем замечательнейший местный шен, только что обжаренный. Вот, вкус такого шена абсолютно непередаваемый. И, пожалуй, это тоже одна из тех причин. Причин этих на самом деле достаточно много. Но это одна из таких очень приятных, заметных причин, которые вот прямо вот ты находишься на месте, это является смыслом и поводом вот, оказаться на месте, потому что больше нигде такой чай не попьешь.
красота. Он прям вот имеет такую ноточку, которая, когда он высушенный, тоже такой ноточки он не имеет. И при этом он уже не горчит, потому что он обжарен. Супер цветочный, прям вообще очень-очень-очень вкусный. Это, собственно, то самое сырье, которое мы собирали. Вот, завтра оно уже, наверное, будет активно подсыхать, а послезавтра, я думаю, будет готово совсем, ну, в зависимости от погоды. Если будет такая же погода держаться, как сейчас началась, то завтра вечером оно уже будет полностью просушено, даже, может быть, днем. Ну, потому что мы пожарили немножко раньше, обычно все жарят чай вечером, когда все сборщики все принесли, все, начинаем, поехали. Вот. Но тут ради нас сегодня пожарили немножко пораньше. В общем, всем любви, чая и прекрасного настроения. Привет с Паша. Ну что, у нас ужин. Ужин – это дело святое, так же как обед, завтрак. Вот, а еще все остальные приемы пищи для китайцев. Вот, и сегодня немножко хотел сказать про местные блюда. Вот, потому что как раз немножко об этом говорил уже. Это о том, какие мы здесь едим вещи. Во-первых, это рис. Вот, есть рис с мясом, но у меня вот есть красный рис. Это рис, который делают сами они здесь прямо непосредственно. Вот, он очень вкусный, ароматный. Отличается, конечно, очень сильно от риса, который мы привыкли есть. Потом здесь есть вот это самое горькое. Куцай, кусуан. Сун. Называется горький росток. Вот сун это как росток. Потом это есть такое дерево, мушу называется, это его листья. Вот. И еще разные виды дикорастущих трав. Вот. Потом, значит, мясо. Ну и звезда программы это жареные чайные листья с яйцом. Причем жареные чайные листья те самые, которые мы собирали с древних чайных деревьев, поэтому мне вдвойне приятно, потому что когда я до этого ел, это был обычный чай. Вот. А тут гушу. Поэтому это супер. Вот, всем приятного аппетита. Мы начинаем.